Я собрал некий набор программ с открытым исходным кодом, и сейчас хотел бы озвучить их вам. Эти программы можно использовать в принципе для всего. Они позволяют закрыть надобность в платных программах по большинству тем, которые присутствуют в нашей повседневной жизни. Но прежде чем начать, естественно, необходимо какое-то маленькое вступление. Итак, что же такое open source? Это открытый исходный код. Означает, что программное обеспечение поставляется с открытым доступом к его исходному коду. Это позволяет пользователям просматривать, изменять и распространять код. Проекты с открытым исходным кодом реализуются через сотрудничество множества разработчиков, обеспечивая прозрачность и обмен идеями в процессе создания программного продукта. Вот несколько основных причин, по которым открытый исходный код важен. Прозрачность и доверие. Поскольку исходный код доступен для общественности, пользователи могут просматривать его, чтобы убедиться в его безопасности и отсутствии скрытых функций, которые могут представлять угрозу. Совместная разработка. Проекты с открытым исходным кодом обычно привлекают разработчиков со всего мира, что способствует обмену знаний и опытом, а также улучшению качества программного обеспечения. Бесплатное использование. Многие проекты с открытым исходным кодом предоставляют свои продукты бесплатно, что делает их доступными для широкой аудитории. Гибкость и настраиваемость. Пользователи имеют право изменять код в соответствии с их потребностями и требованиями, что обеспечивает высокую гибкость и настраиваемость программного обеспечения. Ускоренная разработка. Совместная разработка и общий доступ к коду могут ускорить процесс разработки, так как разработчики могут взаимодействовать и строить на уже существующих решениях. Устранение ошибок и обновления. Благодаря широкой аудитории обнаруженные ошибки часто быстро устраняются, и обновления выпускаются сразу после их появления. Сообщество и поддержка. Пользователи открытых проектов могут получать поддержку от обширного сообщества разработчиков и пользователей. Инновации и обмен знаний. Проекты с открытым исходным кодом часто становятся местом для экспериментов и инноваций, и разработчики из разных областей обмениваются своим опытом. Общий доступ к исходному коду способствует созданию совместных усилий, обеспечивает прозрачность и создание инновационной среды, что делает открытый исходный код важным элементом в современной разработке программного обеспечения. Наверное, многие представляют себе открытый исходный код это нечто такое ужасное, чем нельзя пользоваться, это только для, там, допустим, Linux или еще что-то. Спешу вас огорчить, исходный код, который является открытым, который свободно распространяется для любой программы, это не только для конкретной операционной системы, или для конкретной программы, или для конкретной задачи. Это целая идеология, которая распространяется на любое программное обеспечение, созданное любым программистом, написанное в любое время, распространяемое с идеей свободы. То есть это означает, что программы с открытым исходным кодом это не только для Linux, это не только для Windows или macOS или для любой десктопной операционной системы, но это также и для любой операционной системы, которая в принципе может присутствовать. Например, операционная система WebOS для телевизоров. Например, такие программы, как Joomla, WordPress, это движки для создания веб-сайтов. Это Python, это разные языки программирования, PHP, JavaScript. Это все программы с открытым исходным кодом, на основе которых в том числе пишутся программы с открытым исходным кодом. То есть такая рекурсия программ с открытым исходным кодом получается. То есть это целый мир, которым мы пользуемся, даже не задумываясь, каждый день, но при этом, я уверен, сейчас многие пользователи скажут, да ну, это все фонарь какой-то, что ты рассказываешь. Но, тем не менее, открывая любой веб-сайт,
он чаще всего использует такой веб-сервер, как Nginx, это открытый исходный код, либо Apache, это тоже открытый исходный код, либо же использует такой язык скриптовый, как PHP, это язык, позволяющий написать сайт очень просто, быстро, классический такой, на котором работают миллиарды сайтов сегодня. И, тем не менее, пользователи продолжают отрицать то, что открытый исходный код – это нечто, что имеет право на существование. У многих не складывается в голове, что программы с открытым исходным кодом могут быть удобные, доступные, понятные и работать не то чтобы на разных операционных системах, но также работать вне операционных систем даже. То есть это, как я уже говорил, это, например, JavaScript, который позволяет, например, создать какой-нибудь слайдер для вашего сайта, и получается, что он не будет привязан к определенной операционной системе. Да, он будет выполняться в операционной системе внутри браузера, но тем не менее он не будет привязан к конкретной операционной системе. Поэтому программист, который пишет, допустим, на JavaScript, он не задумывается, чаще всего над тем, в какой среде это будет исполняться. Поэтому существует даже такой подход к написанию программ с открытым исходным кодом. Любой, допустим, слайдер может быть на сайте, который вы чаще всего там листаете, он может быть написан кем-то и распространяться тоже по лицензии MIT открыто, свободно, с правом на изменения, с правом закрытия кода. То есть, допустим, кто-нибудь может взять этот код, как-то его немножко модифицировать и продавать даже. То есть это полная свобода, во-первых, моральная, то, что вам не нужно ничего активировать, вам не нужно искать различные программы, которые взламывают программу, которая вам нужна. Во-вторых, это свобода распространения, то есть вы можете взять, скопировать на любое устройство себе исходный код программы, его модифицировать, либо просто скомпилировать в программу, если это возможно, для конкретной программы, либо для конкретного софта, либо для чего. То есть спектр применения open source, он довольно-таки огромен и беспощадно стремится к бесконечности. В отличие от программ с закрытым исходным кодом, то есть существуют, естественно, и такие. Прежде всего, это, конечно же, как яркий такой пример, это операционная система Microsoft Windows, которая является наиболее распространенной операционной системой для ноутбуков, ПК в мире. Я думаю, об этом вы знаете, и углубляться сюда не стоит. То, что, допустим, большинство, я уверен, большинство пользователей, которые используют данную операционную систему, особенно просто, допустим, в своих каких-то домашних условиях, либо же даже для работы, они начинают с того, что активируют эту операционную систему, естественно, не покупая лицензию. То есть open source – это прежде всего честность. То есть вы берете, честно говорите, что я использую программы с открытым исходным кодом и не использую программы, которые необходимо взламывать, то есть скачанные откуда-то, взломанные, активированные, либо еще что-то как-то измененные, в общем, пиратские. Соответственно, программы с открытым исходным кодом, они вообще меняют логику, они меняют подход к поиску программ, к тому, как вы их используете. Допустим, если брать только мой опыт, то я, например, раньше как использовал Windows, допустим, естественно, использовал, например, такую простую программу, как Total Commander, на первый взгляд это, конечно, простая, но на самом деле в ней много возможностей. Естественно, ее тоже нужно активировать, чтобы там не всплывало какое-то окно, либо же самая элементарная программа, наверное, распространенная, это WinRAR, это архиватор для Windows. Она тоже является программой с закрытым исходным кодом, которую тоже нужно активировать, чтобы она не возмущалась, в общем, на то, что вы ее используете без оплаты. И масса других программ, которые
можно привести в пример, но смысл просто тратить на это время. Поэтому давайте приступим к тому, что, во-первых, определимся, что программы с открытым исходным кодом я ни в коем случае никому не навязываю использовать. Если вам нравится использовать Windows, либо же все программы, которые вы используете в обычной своей повседневной жизни, используйте их на здоровье. И я просто рассказываю людям, которые, возможно, задумываются на переход, например, на Linux, например, просто на переход на OnlyOffice вместо майкрософтовского офиса. Я просто рекомендую задуматься в сторону как бы открытых программных решений. Например, если вы знаете, допустим, существует WordPress, Joomla. То есть это программы тоже с открытым исходным кодом, которые позволяют написать сайт. И вы, как человек, ну, например, ищущий какой-то дополнительный заработок, либо постоянный заработок, вы можете просто изучить, например, как создать сайт на этих как бы движках и, соответственно, зарабатывать на этом деньги. При этом платить за то, что вы будете создавать, никому не надо, за исключением, если вы только не будете покупать какие-то платные компоненты, шаблоны, плагины, там, либо дополнения для этих CMS. То есть вы берете полностью бесплатное, готовое программное решение, грубо говоря, там, тратите 10 минут на то, чтобы установить его на какой-то хостинг, либо VPS, либо сервер, и все, и у вас работает сайт. То есть вы дальше тратите только время на то, чтобы наполнить это все тем содержимым, которое вы предполагаете там должно быть. То есть, например, там страница о вас, либо портфолио какое-то выложить, ну, либо что-то в этом роде. Соответственно, любое решение с открытым исходным кодом подразумевает именно то, что вы можете, согласно лицензии, с помощью которой распространяется конкретный продукт, который, допустим, вы выберете, который будет нужен вам. Скорее всего, он будет распространяться с лицензией GNU GPL или с какой-нибудь подобной. Соответственно, вы можете его модифицировать под свое усмотрение, выкладывать, опять же, это все в открытый доступ для того, чтобы другие люди могли использовать ваш продукт. И при этом ничего никому не платить. За исключением того, что вы можете, допустим, пожертвовать какие-то средства разработчикам этой программы, которая, допустим, вам приносит уже прибыль. Ну, как я привел пример с сайтом Joomla либо WordPress. Естественно, существуют и другие открытые CMS, то есть системы управления содержимым для сайтов конкретно, но не будем в это углубляться, потому что тема данного видео именно как можно шире заявить о том, что существует множество программ с открытым исходным кодом, которые можно использовать для большинства операционных систем, мягко сказано. И, в общем-то, естественно, самым главным примером является программное обеспечение, если так можно выразиться. Ну, это целый комплекс программ, это ядро, это взаимодействие с железом вашим. То есть, либо это телефон, либо это ваш ноутбук, либо ПК, либо телевизор. И, естественно, лидирует в этом во всем, конечно же, Linux. То есть GNU Linux, либо FreeBSD, либо, в принципе, любая операционная система, которая может быть только придумана людьми, уже придумана и распространяется, естественно, с открытым исходным кодом, может стать примером для нашего с вами видео. Например, вот так вот выглядит моя операционная система под названием Linux Manjaro. И я использую ее вариант KDE Plasma. То есть вот такой вот интерфейс она имеет. Естественно, друзья, любая программа с открытым исходным кодом, она имеет свои какие-то плюсы, какие-то минусы, возможно. Поэтому в большинстве из них существует такое понятие, как поддержка. То есть вы можете написать непосредственно разработчику о том, что нашли какую-то уязвимость, какую-то ошибку, и, соответственно, разработчик постарается ее как можно скорее устранить, если он ответственный. Существует несколько видов
программ с открытым исходным кодом и, соответственно, поддержкой. Это, например, программы, которые кто-то когда-то написал, и все. И они лежат, не поддерживаются, но тем не менее их можно использовать. Примером можно привести видеоплеер Bomi. Может быть, вы его найдете, если хотите. Ну, в общем, смысл в том, что его когда-то кто-то написал, однако перестал поддерживать. Тем не менее, сейчас даже вы можете, допустим, его скачать, установить на Linux и использовать. Однако не все так печально, и есть программы, которые поддерживаются естественно, постоянно обновляются, постоянно. Какие-то проекты живут долго, какие-то вечно, какие-то кратковременные. И, допустим, вот программа, с помощью которой я записываю экран, называется Simple Screen Recorder. Она обновляется, наверное. Ничего больше не сказать не могу, она очень удобная для меня, по крайней мере. OBS Studio также присутствует для Linux, MacOS и так далее. Ну, Windows, естественно. С помощью которой также можно записывать. Также, допустим, вот у меня на данный момент вот такой вот пока список того, что есть. И, как видите, здесь у меня есть OnlyOffice. Вот то, что вы видите, это называется программа с открытым исходным кодом под названием OnlyOffice. Она присутствует как для Windows, так и для Linux и распространяется, естественно, без оплаты. Дальше у меня вот есть запущенная Manjaro Linux, однако на виртуальной машине. Зачем это делается? Для того, чтобы я вам мог здесь показать, что вообще еще присутствует. Ну, то есть, чтобы, допустим, не палить какие-то свои личные данные, но, тем не менее, показать вам как можно больший спектр программ с открытым исходным кодом. Ну, прежде всего, LibreOffice также хочу вам показать, да, потому что это тоже программа с открытым исходным кодом. Как видите, здесь некое подобие такое, как и Windows. Просто почему-то, когда я устанавливал себе вот эту вот систему именно, то он у меня не установился, и мне приходится использовать альтернативу. И, как видите, она довольно-таки неплохая. И, кстати, распространяется в бинарнике, есть она, то есть ее можно скачать, просто один файл, и установить из прям вот этого вот файлика. Не надо больше ставить никаких других дополнительных программ. Так, ну, в общем, мне тип не нужен, подсказка в смысле, это обычная офисная программа. Здесь есть довольно-таки много всяких штук, которые вы можете использовать. Это типа Microsoft Word, здесь также есть, как вы видели, что-то типа Excel. Естественно, если говорить о разнице, допустим, LibreOffice, OnlyOffice и Excel, ну, вернее, Microsoft Office, соответственно, Microsoft Office побеждает в том, что, возможно, в нем есть дополнительные какие-то штуки, дополнительные какие-то опции, которых здесь нет. Однако, вот эти вот две программы, например, они с головой, допустим, хватит для обычного стандартного использования, например, для обучения, для работы, не на каком-то там космическом уровне. Тот же, например, PowerPoint, ну или либо же даже Word, в них есть там шаблоны разные миллионы, да. Здесь такого нет. Программы, естественно, эти поскромнее. Никто не говорит, что они такие же точно, как и, допустим, аналоги их в Windows. Но, тем не менее, их можно использовать, их нужно использовать, и за них, что самое интересное, не нужно платить, их не нужно активировать. Вы можете их установить один раз и все, и забыть то, что их нужно как-то модифицировать. Дальше, небезызвестный интернет-обозреватель Firefox. Я, наверное, покажу вам его в виртуальной машине. Если вы, допустим, не знаете, он существует для всех популярных ОС, то есть это Windows, Linux, macOS, iOS, Android, OS.
Ну и, собственно, выглядит он так. Естественно, он на русском языке. Далее Chromium. Chromium, как ни странно, это не только движок, не только какое-то сырое произведение Гугла, но это также и браузер, который можно вполне себе использовать для того, чтобы ходить по интернетам. И вы удивитесь, но он распространяется с открытым исходным кодом. То есть его можно установить и не использовать, допустим, Google Chrome, Opera, Яндекс.Браузер и еще массу других браузеров, которые основываются именно на движке WebKit, который поддерживается в том числе Chromium. То есть вот это как бы браузер. Однако, допустим, если взять Opera, то, естественно, здесь будет больше всяких функций, больше штук, в том числе там встроенный искусственный типа интеллект, в том числе возможность залогиниться там или еще что-нибудь такое. Ну, в общем, каждый браузер по-своему как-то отличается. Далее, такая простая программка, как SimZip вроде бы, да, но тем не менее, каждый раз, когда вы устанавливаете программу, в основном всегда она использует алгоритмы, которые заложены в этой программе SimZip. Кроме того, SimZip встроен в операционную систему Linux, ну, я думаю, во все, наверное. То есть любой архив, который вы можете создать здесь, он также может использовать компоненты программы SimZip. Например, у меня есть вот такой архивчик, либо же я могу создать, ну, у меня на английском это все есть, на русском языке, если вы выставите. Я думаю, здесь все понятно, то есть архивировать и архивировать в. И вот, допустим, здесь можно выбрать вот такие вот разные архивы. Соответственно, вот есть SimZip, как видите, здесь тип. Соответственно, я могу здесь выбрать какой-то из методов сжатия, а также степень сжатия и защитить этот архив паролем. То есть SimZip это такая утилита, которая распространяется с открытым исходным кодом, и ее, естественно, можно встроить в любую операционную систему, либо любой программный продукт какой-то, как, например, здесь. То есть это файловый менеджер Dolphin, и в нем встроен архиватор под названием Arc, который в том числе в своем имеет программу SimZip и использует ее алгоритмы. Если, к примеру, говорить за Windows, то в Винде SimZip выглядит вот таким вот образом. Можно, допустим, вызвать контекстное меню и добавить к архиву SimZip, либо просто zip. То есть на Винде есть некий пользовательский интерфейс у SimZip. И так вот выглядит сам этот архиватор, то есть файловый именно менеджер, как это называется у SimZip'ов. Ну и, соответственно, мы там можем сделать вот такие вот командочки. То есть зачем использовать WinRAR, если он не поддерживает SimZip. Ну а вот так выглядит браузер Chromium, о котором я вам говорил ранее. То есть я его просто поставил. И вот так вот он выглядит. То есть тут даже есть, оказывается, тоже возможность залогиниться. И вот такие вот настройки. Как видите, здесь есть небольшая разница по сравнению, допустим, с Google Chrome. Ну как небольшая? Наверное, все-таки большая. Ну как бы, понимаете, здесь трудно определить на самом деле, что к чему. Естественно, в Google Chrome там, возможно, есть какие-то свои наработки, а в Chromium именно немножко их меньше. Однако на основе этого браузера сделаны, так скажем, большинство из современных браузеров. Как видите, я немножко расширил уже список, и здесь целых 51 программа, которая будет освещена тем или иным образом в данном видео. И как бы я уже вам рассказал о том, что есть такие системы, как GNU Linux, потом LibreOffice показал, OnlyOffice, Firefox, Chromium, SimZip, ну, VLC Media Player. Наверное, я могу показать его здесь.
То есть это довольно известный и популярный медиаплеер. Естественно, он есть на русском языке, просто у меня система на английском, поэтому все на английском. То есть здесь есть вот такие вот множество разных функций, настроек, возможностей транслировать видео. Даже в сеть есть возможность, как видите. Соответственно, подключаться к разным транслирующим стримам, так сказать. То есть это может быть и M3U8 формат. Допустим, у меня в сетке когда-то была возможность использовать онлайн это телевидение IPTV. Соответственно, там был просто список, а здесь появлялся список каналов. Ну, то есть M3U8 список, а когда ты его открываешь через VLC, появляется здесь список каналов, и, соответственно, ты можешь выбирать, какой из них смотреть. То есть это все тоже проекты, естественно, с открытым исходным кодом. Он есть под все основные операционные системы, в том числе Android. И мы подошли с вами к такой программе, как Blender. Это программочка, которая использует возможности современного OpenGL. То есть, опять же, OpenGL это язык, с помощью которого описывается 3D-графика на компьютере, допустим, на вашем телефоне. OpenGL подразумевает под собой использование 3D-шных каких-то штук. И вот, друзья, интересный момент. Как вы видели, я пытался запускать Blender, но он не запускается. Это один из примеров, когда программы с открытым исходным кодом ломаются. Да, такое тоже бывает. Я вам рассказываю все без прикрас, чтобы вы не строили каких-то сказочных иллюзий. Иногда такое бывает, что какая-то даже очень популярная программа ломается и не работает в конкретный период времени. Причем это происходит не только на моей основной операционной системе, но и через виртуальную машину тоже она не работает. Возникает такая же ошибка. И я решил вам показать, каким образом она вообще выглядит и что с ней можно делать на примере вот такого вот видео. То есть парень создает различные эффекты в данной программе. То есть, она довольно-таки известная, популярная. Ее используют много CGI художников. В ней можно создавать фильмы даже. Редактировать видео в ней можно, кроме того, что она является редактором трехмерной графики. Допустим, вот это вот изображение было создано с помощью нее. Также видео-превью, которое в начале видео моего, оно тоже создано с помощью данной программы. Ну и также у нас есть, собственно, виртуальная машина. Это то, о чем я вам уже говорил ранее. Она позволяет запустить любую из доступных операционных систем для данной виртуальной машины внутри операционной системы. То есть то же, что я и делаю сейчас. Как видите, просто нажимаю кнопочку старт, но она, по-моему, тоже на русском есть, просто у меня все на английском здесь, поэтому она на английском тоже. Соответственно, установить другую какую-то операционную систему, вы просто нажимаете New, скачиваете какой-нибудь ISO-образ, любой из доступных, как видите, здесь довольно много вариантов. Соответственно, это не все варианты, это просто перечисление того, что она умеет поддерживать, запускать внутри себя, то есть. Соответственно, вы выбираете где-то ISO-образ. Например, можно выбрать Manjaro Linux, чтобы потестить ее. Linux, и здесь выбираем Arch. Потому что Manjaro Linux сделан на основе Arch Linux. Соответственно, как-то называем и дальше выбираем параметры. Ну, например, оперативной памяти, там побольше процессора. Желательно выставить все ядра, чтобы она была довольно быстрая. Где-то гигов 20 ей хватит вполне. Ну и дальше просто нажимаем
финиш и устанавливаем ту операционную систему, которую вы выбрали, а дальше просто запускаем ее, как вот, допустим, я сейчас сделал в данный момент времени. Соответственно, получается, что вы, допустим, сидя под виндой, можете, во-первых, запустить Linux, а во-вторых, найти все те необходимые вам программы, которые нужны для вашей работы именно для Linux, чтобы потом полноценно перейти уже на него. Либо же поставить Linux на отдельный жесткий диск, либо рядом с Windows такое тоже возможно на один и тот же жесткий диск. И, соответственно, использовать и ту операционную систему. Допустим, Windows чисто для работы, а Linux для души, как говорится. Дальше у нас идет такая программа, как Krita. Это редактор растровой графики. Сейчас я вам даже покажу, как можно устанавливать из репозиториев. Какой-то пароль здесь у меня из репозиториев программы. То есть вот таким вот образом, как видите, это нечто похожее на Google Play тот же. Здесь вот нам предлагают выбрать необязательные зависимости, то есть это всякие плагинчики, допустим. Я их выберу все, потому что я ее не использую обычно, эту программу. И то, чем занимаются эти плагины, я не знаю. Как видите, вот нам говорят, такие вот зависимости будут еще установлены, помимо того, что будет установлена сама Krita. То есть это говорит нам о том, что вот эта вот программа, да, она имеет какие-то свои компоненты, которые используют вот эти вот остальные всякие зависимости. Зависимости эти могут, допустим, быть вами установлены один раз в вашей системе, а дальше использоваться различными программами. То есть это довольно-таки удобно. Получается, что устанавливая другие программы, которые, возможно, используют такие же зависимости, вы таким образом экономите место на диске, потому что разные программы используют одну и ту же зависимость, поэтому нет смысла ее перекачивать снова и снова. И, как видите, вот таким вот образом идет установка программ. То есть мне достаточно было ввести пароль администратора. Ну, у меня в этой системе в виртуальной машине он 1, 2, 3, чтобы долго не мучиться. Естественно, пароль должен быть желательно надежный, хотя, в принципе, наверное, его можно взломать при необходимости. Поэтому лучше всего использовать именно шифрование дисков, если уже углубляться в эту тему. И, соответственно, вот таким вот образом происходит установка программы. Вы можете нажать сюда и посмотреть, что делает установщик в данный момент. Это установщик под названием PAMAC, пакетный менеджер, как бы он использует такие вот пакетные менеджеры, как ALMP, AUR, Flatpak и Snap. То есть Arch Linux пакет менеджер, по-моему, это называется. В общем, все эти пакетные менеджеры, они очень удобные тем, что они собирают целые, наверное, тысячи программ разных и предоставляют удобный доступ к их установке. И, как видите, здесь вот нам написало все, что делала эта программа. Соответственно, это все выполняется очень быстро, безопасно, потому что пакеты эти все в основном всегда проверяются. И таким образом мы получаем гарантированно на 99%, наверное, результат того, что у нас будет все отлично в нашей операционной системе. Кстати, если обратили внимание, здесь у меня нет ни одного какого-нибудь антивируса. И тьфу-тьфу-тьфу, за уже 3 года использования Linux ничего не происходило. Естественно, я не устанавливаю никакие программы, которые взломаны здесь. Я стараюсь устанавливать программы, которые имеют наименьшее количество зависимостей. Стараюсь не устанавливать те программы, которые мне не нужны для повседневной жизни внутри основной операционной системы. Я использую, допустим, вот либо виртуальную машину, либо Windows, если, допустим, мне нужен там Photoshop. То есть такое тоже можно сделать. Ну и вот загрузилась Krita. Можно создать новый шаблон. Как видите, здесь даже можно создавать анимацию. Шаблоны. 16 к 10. А4, допустим, создадим.
и посмотрим на ее функционал. Как видите, эта программа немножко напоминает Photoshop. То есть в ней, в принципе, есть все те же возможности, что и там. Фильтры даже есть какие-то. По сути, если вам Photoshop нужен, допустим, для того, чтобы просто там нарисовать какой-нибудь баннер, но не для каких-то там художественных сложных операций, соответственно, вы сможете это сделать в Krita. Ну и, не знаю, обычные всякие такие вот вещи создаются здесь довольно-таки легко. Она имеет удобный интерфейс, может сохранять файлы в различные форматы открытые. Ну и, наверное, даже в закрытые. Вот есть изображение Photoshop. Посмотрим, что она нам сохранила. Вот даже в PSD формате сохранила нам. Итак, следующая программа — это почта. У меня она нигде не установлена, я не использую почтовые программы вообще. Если вам она нужна для работы, например, да, опять же, здесь у меня просто не направленный буфер обмена, как она пишется, Thunderbird. Если, у меня не направленный буфер обмена, поэтому одна операционная система, в ней, допустим, что-то копируется, а во вторую это не передается, но можно настроить таким образом, чтобы передавалось. То есть вы в одной операционной системе копируете, а во второй это все. Ну, опять же, я отмечу, потому что это как бы тестовая операционная система, поэтому можно любые зависимости ставить. Да, вот такие вот зависимости, видите, получается, идут некоторые библиотеки, которые нужны для работы этой программы, но опять же я уже это пояснял, просто напоминаю. Для каждой программы может быть свой набор зависимостей. Некоторые программы вообще не используют никаких зависимостей. Например, если устанавливать OnlyOffice из бинарника, просто там идет один файл, как я говорил, и он устанавливается, распаковывается, и таким образом работает программа. Я уже пояснял, для чего нужны зависимости, а, допустим, если в бинарник компилируют программу разработчики, соответственно, они рассчитывают на то, что она, во-первых, запустится не только под, допустим, Arch Linux, а и под Fedora, допустим, под Ubuntu, под FreeBSD, под OpenBSD там, или какие-нибудь еще такие, под Gentoo, Red Hat и другие всякие дистрибутивы Linux. Поэтому, если, допустим, вспоминать жалобу Линуса Торвальдса, который разрабатывает ядро Linux, то он говорил, что, допустим, если создавать программу чисто под Windows, то мы создаем там, допустим, под Windows 10, под Windows 11 и знаем наверняка, какие пакеты установлены в ней. То есть, допустим, там устанавливается Microsoft Visual C++, если вы знаете, он нужен для работы там некоторых программ. Интерпретатор именно, или C-Sharp, я не помню уже точно. Вот. И, соответственно, разрабатывать под Windows программу очень легко, а под Linux очень тяжело, потому что различные сборки Linux имеют различные наборы вот этих вот предустановленных всяких зависимостей. Соответственно, проверять зависимости, которые есть в системе, очень тяжело таким образом. Но это я немножко отвлекся, и посмотрим, может быть, она уже установилась. Да. Я добавляю в избранное сразу, чтобы потом можно было легко достучаться из меню пуск к тем программам, которые я установил. Ну и, собственно, выглядит она вот таким вот образом. И можно, допустим, нагуглить, как... Так, Thunderbird, Screenshots. Как выглядит эта программа? Потому что я не буду вводить никакие свои данные, у меня для нее нет ничего. И, допустим, 2022. Ввести, вот, допустим, есть такой интересный вид. Значит, получается, видите, вот разница версии 91 и 102. Немножко добавили тут функционала, сделали ее более красивой. Соответственно, вот так вот она выглядит сейчас.
просит она какой-то пароль от бумажника, но мне он не нужен. Здесь есть некоторое меню, ее можно русифицировать. Вот таким вот образом, введя здесь LAN, ну это от слова language, если у вас она изначально установилась на английском, здесь выбрать ну, тот язык, который вам нужен, естественно, добавить кнопочку «Добавить», нажать, он скачается, потом нажать «Ок», соответственно, она будет на русском языке. И здесь вот есть такие вот настройки, чтобы было уже понятно на русском языке. Ну, собственно, это довольно-таки известная популярная программа для почтовика. То есть вместо того, чтобы, допустим, использовать почтовый сервис там через браузер, вы можете установить эту программу и использовать почту более удобно. Далее Notepad++, но я покажу только его на скриншотах, потому что это нужно Windows загружать, чтобы показать вам программу. Но в принципе смысл ее в том, что это просто текстовый редактор. Ну и в принципе, наверное, вот это вот наиболее подходящее изображение, которое может быть. Вот так вот она выглядит. В принципе, функционал у нее довольно-таки широкий, подсветка синтаксиса довольно-таки для многих языков. Можно здесь, по-моему, даже выбирать древо файлов. Тут можно открыть, в принципе, некий функционал похожий. То есть это аналог. Такая программа, Kate называется. Это тоже программа, кстати, с открытым исходным кодом, но единственное, что я не включил ее в список, потому что те, кто о ней знают, они и так знают. Как бы текстовых редакторов довольно-таки много с открытым исходным кодом, поэтому я постарался сюда максимально вместить более полезные программы, чем просто текстовые редакторы. Ну и Visual Studio Code, кстати, здесь вот синеньким подсвечивается, это все ссылочки на GitHub я оставил. Соответственно, и так как это программа с открытым исходным кодом, вы можете взять и открыть этот, собственно, исходный код. Ну и Visual Studio Code, как видите, я здесь написал, что он называется в Linux код OSS. Это сделано для того, чтобы лицензия, по которой распространяется Visual Studio Code, написанный майкрософтовскими ребятами, она не нарушалась. Соответственно, здесь выпилен логотип официальный и, собственно, изменено название, чтобы всякие там правовые как бы тяжбы не случались вдруг. И чтобы вам показать, как это все работает, вот так вот, собственно, это все и работает. То есть код OSS это довольно-таки известная программа в мире разработчиков, она поддерживает довольно-таки много всяких плагинов, там в том числе есть даже платные всякие плагины. Ну, в смысле, допустим, вы его устанавливаете, а там какая-то платная подписка. Например, есть сейчас очень известный, популярный подсказчик от чата GPT, чтобы, допустим, когда вы пишете код, он вам уже подсказывает, какие тут строчки вставить, и вы нажимаете там волшебную одну кнопочку, и все это вставляется. Ну, естественно, он не всегда угадывает, что вам необходимо вставить, однако во многих случаях он довольно-таки хорошо подсказывает. Ну и, собственно, здесь у меня JavaScript файл. Как я вам говорил, JavaScript это тоже язык с открытым исходным кодом. Это стили, так называемый CSS, CSS, его по-разному называют. Ну, в общем, это то, что в любом сайте вот описывает, как выглядит, допустим, вот эта кнопочка, где она расположена и так далее. А JavaScript отвечает больше за функциональность. То есть он, допустим, нам при нажатии показывает определенную вот картинку, там увеличивает ее, там, ну, в общем, много довольно-таки функционалов JavaScript, в том числе он есть сейчас серверный, то есть на нем крутятся некоторые сайты, но это уже я немножко углубляюсь, потому что я в этой теме разбираюсь хорошо, и даже вот такие вот штучки есть, как типа MDX, тут подсветка, в принципе, можно тоже включить, где-то найти, допустим, вот какой-нибудь там MDX плагин, расширение, и
собственно, установить его, и он будет также подсвечивать вам здесь код, чтобы вам было удобнее и понятнее. То есть, если, допустим, представить, что это обычный текст, как видите, сейчас все разноцветное, да? А если представить, что это обычный текст, то, соответственно, он, видите, будет без подсветки, точно так же, как и MDX. Но если я здесь, ну, это просто я так для примера вам выберу, только вспомнить бы, где это. Не скрипт, маркап. Наверное, да, здесь. Вот видите, я включил, и сейчас идет как бы подсветка кода. Здесь она немножко в другом стиле, однако, тем не менее, все понятно. Так, с VS кодом, я думаю, понятно. По-моему, он тоже есть на русском языке. Здесь также у него есть достаточно много всяких настроек. Здесь есть у него терминал встроенный. То есть, в принципе, это довольно-таки продвинутая программа для разработки. Далее такой BitTorrent клиент, как QBitTorrent. Я его установил на виртуальной машине для того, чтобы вам показать. И, собственно, выглядит он вот таким вот образом. Здесь я поставил на загрузку Manjaro Linux. Например, я сейчас удалю. Открою заново, для того, чтобы просто показать, каким образом выглядит интерфейс. Здесь есть флажок, с помощью которого вы можете выбирать файлы, которые вам нужны. Соответственно, выбирать, куда загружается. Ну и, в принципе, все базовые функционалы, которые нужны для того, чтобы загружать торрент-файлы, раздавать их и так далее, они присутствует в данной программе. Вы можете здесь, допустим, использовать такой флажок, как загружать последовательно, если вы, допустим, скачиваете какое-то видео. Соответственно, дальше вот так взять, открыть папку и скачать, например, вернее, открыть с помощью, ну, допустим, представим, что это видеофайл, открыть с помощью VLC Media Player и смотреть видео до того момента, как оно еще скачалось даже. Растровая графика я подписал, ну это опять же редактор для растровой графики GIMP. Сейчас я покажу, каким образом он выглядит. И выглядит он вот таким вот образом. GIMP запустился. А пока я устанавливаю Inkscape. Inkscape. Я не знаю, как правильно он читается. Применить. Значит, это тоже некий аналог Photoshop. Ребят, я напоминаю, что это все программы, которые можно использовать без оплаты. И если вы сейчас там начинаете дико ржать над тем, что вот там, допустим, Krita так выглядит, над тем, что выглядит GIMP, ну, возьмите, создайте свою программу, чтобы ими пользовались люди без оплаты, и попробуйте на этом еще как-то заработать, либо же просто поддерживать ее, допустим, работая еще, допустим, на какой-то другой работе, чтобы у вас были деньги. То есть это программа с открытым исходным кодом и без оплаты распространяющаяся абсолютно. Соответственно, естественно, у них не будет такого громоздкого функционала, как в Photoshop. Но, однако, для того, чтобы, допустим, создать какую-то простую сцену, их вполне хватает. Ну, в принципе, все то же самое, что и везде. Ничего как бы такого особенного нет в этих программах. Текст, редактирование текста и различные искажения, допустим, здесь вот. Ну, в общем, в принципе, если вы будете в ней разбираться, то, я думаю, вы в ней разберетесь. Соответственно, здесь тоже есть некие фильтры. Все, в общем, тоже, в принципе, что есть и в Photoshop, однако в Photoshop, скорее всего, там уже в
том числе есть и всякие более продвинутые функции, естественно, потому что это платная программа, я еще раз напоминаю. Далее Inkscape, наверное, установился. Inkscape. И выглядит он вот таким вот образом. Я напомню, что это редактор для векторной графики. Допустим, вот SVG и GPG это тоже пример open source. Скорее всего, да, JPEG, PNG и, скорее всего, SVG это тоже все open source форматы. То есть, как видите, здесь вот список файлов с открытыми форматами. То есть их описание и алгоритмы сжатия, они открыты, и их можно использовать, в принципе, везде. Собственно, то, что мы и видим. Представьте, допустим, что если бы, например, SVG или GPG файлы были бы платные или PNG, да, соответственно, каждый раз, когда вы используете их в каком-то коммерческом особенно решении, пришлось бы за это все платить. А так как они бесплатные, соответственно, вы можете их использовать где угодно. Итак, Inkscape, в принципе, здесь все то же самое, только, опять же, это все векторная графика, я напоминаю, это не просто кружочек, это небольшая такая формула, которая описывает расположение этого объекта, его форму и цвет там заливки и так далее. Но это все описывается формулами, а не попиксельно. Вот, соответственно, это имеет свои определенные преимущества, но и недостатки тоже. Далее Handbrake. И сейчас я попробую его. Ну и, собственно, Handbrake выглядит вот таким вот образом. Я уже вам говорил, наверное, или нет, но это видеодекодер. То есть, если у вас есть какое-то видео, которое вы хотите закодировать, изменить размер его, вы можете или разместить на своем сайте. Соответственно, вы можете выбрать один из предустановленных вариантов здесь и потом его каким-то образом модифицировать, уменьшить размер, добавить какие-то эффекты, такие незначительные, типа изменения немножко размера, вырезать аудио, там, допустим, либо еще что-то такое. Сейчас free видео, например, можно так загуглить. Например, я сейчас попробую скачать видео и закину сюда. Закинуть, видимо, не получится. Вот, оно появилось. Возможно, сюда надо было кидать. В общем, получается, вы здесь можете выбрать формат, который вам необходим. Например, для имейла можно же, для социальной сети, либо же использовать какие-то другие предустановки. Изменить частоту кадров можно, МКВ формат сделать, либо же наоборот MP4. Изменить размер изображения, например, сделать 8К или 720p, чтобы уменьшить размер. Добавить некоторые фильтры. Видео качество выбрать. Формат, один из доступных. Дальше убрать или добавить аудио. Добавить или убрать субтитры. Главы, добавить теги какие-то. И, соответственно, нажать старт. Вот, в принципе, и все. Данный редактор, я напомню, поддерживается на всех популярных операционных системах. Сейчас я даже загуглю на всякий случай, потому что, по-моему, я... Да, для Mac OS тоже есть. Windows тоже есть. Соответственно, KDN Live. Собственно, это та программочка, которая позволяет мне в том числе более-менее легко и более-менее удобно редактировать для вас видео. То есть у меня процесс происходит следующим образом. Сначала
Допустим, если я записываю себя, то я записываю себя на, допустим, фотоаппарат плюс телефон, потому что на телефоне довольно-таки хороший звук. Вот, у меня нет отдельного подключенного к компьютеру микрофона, поэтому мне приходится звук синхронизировать с видео. Ну, в общем, далее, допустим, у меня есть вот эта вот программочка, которая записывает видео с экрана. И опять же, когда я, допустим, записываю видео с экрана и не записываю себя, я все равно использую телефон для записи звука. Соответственно, потом мне все это нужно свести, то есть синхронизировать запись видео с экрана и запись звука как минимум. Убрать всякие там мои задумки, допустим, вот тишина какая-то, да, например, здесь. И здесь, как видите, тишина. Соответственно, вот это можно, допустим, взять вот так X нажать, вырезать, потом Escape нажать, взять вот это выделить, удалить, потом это сюда пристыковать. Но мне тут не надо это удалять, потому что, видимо, здесь я что-то делаю. Ну, это я просто вам показал. Также здесь есть разные эффекты. Например, смотрите, вот есть такой эффект, как обскур называется. Им можно, с помощью него можно закрыть те области, которые не нужны. Ну, а также здесь, например, есть хрома кей и разные, в принципе, довольно стандартные эффекты. Там, ну, допустим, тоже перемещение. Это вот такая у меня ненависть к Яндекс. Вообще ко всему, что связано с Яндексом. Дальше, чего еще можно показать? С помощью контрола и прокрутки мыши можно увеличивать расстояние вот эти. Здесь, допустим, у меня вот есть, как бы я добавил здесь фоновое видео, а здесь у меня идет из видео с помощью Canva.com созданная анимация. И, соответственно, если, допустим, убрать этот эффект хромакея, то здесь будет просто белый фон, как видите, да? А я добавил хромакей и добавил сюда белый фон. То есть, получается, у меня белый свет вырезается, и таким образом становится видно то видео, которое лежит на фоне. И получается, что на фоне у меня лежит вот такая вот, как бы, еле заметная анимация, чтобы просто было видео немножко более интересным. Ну и, собственно, допустим, если я хочу отрендерить проект, я нажимаю сюда, выбираю один из множества вариантов форматов. Здесь можно задавать параллельную обработку, чтобы немножко быстрее шла обработка. Здесь также, возможно, есть поддержка VA API, то есть, если у вас AMD видеокарта, то есть напрячь ее можно попробовать, либо NVENC, то есть декодирование видео с помощью видеокарты. Однако я еще не разобрался, как это делать, и любые мои попытки с помощью VA API сделать, то есть ускорить, получается, обработку видео, они не увенчались с успехом, потому что, по-моему, там нужно устанавливать закрытые драйвера для видеокарты. А с NVIDIA, возможно, у вас это даже и получится, потому что там и так они закрытые. Кстати, вот насчет даже драйверов, они есть даже, представьте себе, открытые для AMD видеокарт, для Linux. Далее, KeyPass. Посмотрим вообще, что это. KeyPass. Да. Значит, есть KeyPass Password Safe такой и такой. И вот видите, как получается, можно даже и запутаться. Иногда есть разные варианты из разных репозиториев, но желательно всегда использовать, если есть официальные репозитории, это если вы, допустим, используете именно Linux. И здесь я, как обычно, выберу все зависимости, но желательно вообще прочитать, что это такое, и ставить как бы обдуманно. Соответственно, вот такие вот зависимости будут установлены. Ну и, собственно, я нажимаю «Применить». Программа установилась. И вот так вот она выглядит. Собственно, вот он, менеджер паролей. Имя базы данных, описание. Продолжить. Время расшифровки. Можно, допустим, выбрать 5 секунд. Например.
Дальше формат базы данных рекомендуется продолжить. Можно тут дополнительные параметры какие-то классные, но я им не пользуюсь такой программой. Внимание, вы не установили пароль. Настоятельно не рекомендуется использовать базу данных без пароля. Отмена, ну я поставлю пароль, допустим, 789. Потому что я просто, допустим, вам показываю. Естественно, если вы будете использовать эту программу для себя, то желательно ставить какой-нибудь там 20-символьный пароль с использованием специальных символов, типа там скобочки всякие, пробелы, знаки равно, плюсы, нижний, верхний регистры, цифры. И сохранить пароли, допустим, сюда, да? Угу. Соответственно, наверное, они сейчас даже создадутся. Название можно, сайт какой-то, описание, да, и, собственно, пароль. Можно сгенерировать пароль. То есть довольно-таки, ого, очень удобная программа, в принципе, даже. Я ее ни разу не включал, но она мне очень нравится. Смотрите, какой сложный пароль она придумала. Я думаю, чтобы его расшифровать, нужен не 1 год. А, собственно, получается, если какой-то сайт, сервис, что вы используете, да, дает возможность сделать такой длинный пароль, то, соответственно, вы будете надежно защищены. И если вы, допустим, хотите его каким-то образом скопировать, то, соответственно, вы сможете просто его скопировать, естественно, не запоминая его, а просто взяв отсюда, скопировав, вот, допустим, скопировать пароль есть, и вставив какой-то из сайтов. И буфер обмена, видите, тут автоматически будет очищен. Кстати, это очень удобно, потому что, например, есть, именно вот, допустим, в Manjaro Linux тут буфер обмена, менеджер буфера обмена, программочка. Я уверен, что она тоже с открытым исходным кодом, тоже имеет место ее показать, однако, естественно, так как она только для Linux, наверное, создана, я даже не знаю, что это за программулина, соответственно, ее нет смысла включать в этот список, но вы должны знать, что такое есть. И тоже это очень удобно, то есть, когда вы работаете с буфером обмена активно, то есть вставляете, копируете там, то здесь сохраняется история, и, соответственно, вы можете, допустим, взять пароль и скопировать его очень легко и вставить сюда потом. И все. У вас будет здесь этот пароль. Либо же, допустим, очистить пароль. Очистить, вернее, журнал этот, чтобы не было в буфере обмена ничего, потому что некоторые сайты могут палить то, что у вас, либо программы, либо сайты, либо какие-то сервисы, палить то, что у вас находится в буфере обмена. Итак, далее программа у нас Wireshark. Тоже я ее посмотрю здесь, на виртуальной машинке. Wireshark. Как видите, здесь доступны 2 варианта официальных репозиториев. Кстати, надо здесь включить мне поддержку сторонних репозиториев, чтобы на всякий случай они были. Они включились? Да. И теперь, наверное, если что, он будет искать в том числе и в сторонних репозиториях. Видите, получается, когда я включил поддержку Auра и Flatpak, у меня также начала подгружаться именно информация по поводу Auра. А в Auре довольно-таки много всяких разновидностей Wireshark. То есть, если у нас есть только официальные репозитории, вот есть Aur, Flatpak, вообще ничего нет по этому поводу. Но оставлю пока все. В общем, я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Если нет, то просто пропускайте информацию мимо. Значит, Wireshark я попробую установить. Собственно, получается, смотрите. Пусть будет так. Смотрите, получается, у вас столько зависимостей даже есть, что
если, допустим, углубляться в репозитории, пока устанавливается, я вам расскажу, то есть официальные, то есть их в основном всегда желательно придерживаться. Если нет в официальных репозиториях программы, то, например, по-моему, Google Chrome тут нет. В официальных репозиториях Chrome, вот Google Chrome только в Ауре есть. Соответственно, придется устанавливать его из Аура. Ну, так как устанавливается уже сейчас программа, я не могу еще установить Google Chrome. И получается так, что если, ну, допустим, есть официальные репозитории, есть неофициальные. Официальные попадают, в официальные репозитории попадают только те программы, которые надежные, проверенные и, как сказать, одобренные сообществом. А, допустим, Google Chrome, он, соответственно, не очень надежный. Поэтому стоит задуматься, устанавливать его или нет. Так, а что у меня там Wireshark, да? Wireshark. Программа для анализа сетевого трафика с открытым исходным кодом, напоминаю. И просто напоминаю, чтобы вы не забыли. Я, конечно, немножко прикалываюсь. Значит, здесь у нас вот есть такая вот программа. Как ей пользоваться, это, наверное, отдельное видео нужно создавать, либо вы нагугливаете, пожалуйста, в ютубчиках, потому что это довольно-таки объемная программа, и ее нужно хорошо знать, чтобы хотя бы как-то ей воспользоваться. Я ей ни разу не пользовался, но тем не менее видел, как люди на ютубах ею пользуются. Устройство трафик в LAN, а трафика и нет, собственно. Здесь у нее есть такие вот менюшечки всякие. Вот, и, соответственно, вы можете ее каким-то образом использовать. Так вот устанавливается антивирус ClamAV или ClaimAV. Значит, чтобы установить GUI, то есть Graphic User Interface для ClamAV, необходимо также установить Яву. Вот у меня написано, что весит 1,2 гигабайта вот здесь, однако скачивается 480 всего. Если вы класснете подробнее, ну вот, например, у вас сначала так, а потом сюда класснете, то, соответственно, у вас будет вся вот эта информация выведена. То есть, какие зависимости необходимы для этой библиотеки, что она предоставляет, с чем она конфликтует, и необязательные зависимости, которые можно устанавливать, а можно не устанавливать. Соответственно, я сейчас дождусь, пока установится Java, а потом я опять попробую установить ClamAV. И его, вот этот кросс-платформ, десктоп, GUI форм, ClamAV антивирус. То есть он-то в системе уже установлен. Так, теперь я опять попробую установить ClamAV Desktop Bin, вот этот вот. И Electron также у нас устанавливается, LibUV, Node.js, Yarn, NPM. Достаточно, конечно, много зависимостей, но приходится их ставить, потому что если вы хотите использовать Graphic User Interface, то, соответственно, вам необходимо установить дополнительные небольшие программы. Как видите, всего 23 мегабайта. И то это с его интерфейсом. В общем, процесс сборки оказался весьма длительным, поэтому мне пришлось прервать его. Я вам покажу просто. Вот эту вот статейку. Я, наверное, оставлю где-нибудь на нее ссылочку в описании. В принципе, ее можно с помощью Google переводчика перевести на русский, если вы не понимаете, о чем идет речь. В общем, здесь рассказывается об этом антивирусе, как его можно использовать даже из командной строки и даже на Windows. Как я уже ранее говорил, данные программы, они все, в основном все, большинство из них написаны не только под одну конкретную операционную систему, а под несколько. Вот таким вот образом он выглядит. Сейчас тут будет даже где-то скриншот. Здесь можно выполнять вот такие вот командочки прямо в консоли. Если вам нужен графический интерфейс, то здесь рекомендуют установить
ClamTK. Вот здесь вот он написан даже. Так, ну и в принципе выглядит... Ага, интересно. Пытаешься открыть картинку, увеличить, а она тебя посылает на сайт. Ну, в общем, выглядит вот так. Даже здесь написано, что Windows как бы хуже интерфейс имеет он, чем для Linux. Интересно. Так. В принципе, следующая программа это Portmaster. Ну, в принципе, я ее уже показывал на своем канале. Выглядит она вот таким вот образом. Она показывает все хосты и соединения. Очень красивый интерфейс, приятный. И довольно-таки функциональная. То есть это полноценная программа Firewall для Linux и для Windows. Сейчас мы посмотрим. Portmaster. Для маков его, похоже, нет. Ну и в принципе гитхабчик я, по-моему, здесь оставил на него. Это он же? Да. Это он же. Как видите, много интересных тут возможностей есть в нем. И если вас интересует такой вот красивый firewall, то, как говорится, используйте на здоровье. Далее FileZilla. Ну, FileZilla у меня она установлена, в принципе, я могу ее показать даже в своей системе. Вот так вот она выглядит. Это клиент для FTP подключений и SSH тоже. То есть можно здесь ввести какой-то хост, пароль и имя пользователя и присоединиться. И, соответственно, если вы присоединитесь к этому серверу, который вы ввели здесь, к которому у вас есть доступ, то здесь будут каталоги, файлы этого сервера, и вы сможете туда-сюда перемещать файлы. Это очень удобное приложение. Также здесь есть в этой части окна, когда вы подключитесь к серверу, здесь будет список, допустим, файлов каких-то, вы можете нажать правой кнопкой мыши и нажать Edit, либо здесь нажать Edit, то есть редактировать. Он тоже есть, конечно же, на русском языке. И когда вы, допустим, будете менять, например, текстовый файл, либо PHP, либо JavaScript, либо стили, ну это, допустим, для сайта, либо же вообще просто какой-нибудь файлик редактировать, допустим, даже доковский. Соответственно, при сохранении программа будет проверять, что этот файл как-то изменялся и предлагать его перезаписать на сервер. Ну, довольно много функционала, и, соответственно, если вам необходима программа, которая умеет подключаться по SSH и SFTP, то это именно FileZilla. Также она имеет, по-моему, сервер. Загуглим FileZilla сервер. Ну и здесь есть, конечно же, сервер. Также есть для Linux он, для MeSOS и... В общем, это получается такая штука, которую, допустим, вы ставите на своем сервере, а потом подключаетесь к нему с помощью уже вот этого и вот программы, то есть клиента. Вот это клиент, а на вашем удаленном компьютере каком-нибудь можно поставить сервер. Соответственно, эта программа будет подключаться по IP, имя пользователя и пароля, который вы зададите на сервере FileZilla, уже на самом сервере, естественно. Далее FFmpeg. Ну, FFmpeg это такая интересная утилита. Она устанавливается в систему, в принципе, в любую, как бы. Получается, она в основном имеет command line интерфейс. Вот здесь я написал CLI. То есть это именно из командной строки работать с ней можно. Но также она является зависимостью для многих программ, которые работают с видео, с картинками. То есть с помощью этой утилиты можно легко объединять, допустим, файлы. Вот как здесь у меня, допустим, есть files txt такого вот формата, например, файл, допустим, там название файла 1.1, допустим, mp4, потом, по-моему, так точка с запятой, потом файл, допустим, 2.mp4,
И, допустим, вы его сохраняете как именно с названием file.txt, потом выполняете вот эту команду в той папочке, где он находится. Соответственно, получаете склеенный в единый файл ваше видео. То есть из нескольких в один объединяется. Также FFmpeg это достаточно мощный инструмент для работы с видео. Допустим, тот же Handbrake использует FFmpeg, который я вам показывал ранее. То есть специальные командочки только вводятся уже через данный конвертер. Соответственно, многие программы, которые работают в том числе с видео, они используют FFmpeg. Но более подробно я не буду на нем останавливаться, так как это целый набор различных инструментов, программ, которые позволяют работать с видео. И если вы заинтересуетесь, что это такое, я думаю, вы найдете. Ну, собственно, операционная система Android, я думаю, ни для кого не секрет, как она выглядит. Можно, допустим, нагуглить легко и, допустим, 2022. Просто использовать какой-то эмулятор, чтобы показать, какой смысл, если вы и так прекрасно знаете, что это за зверь, так сказать. И интересная статистика даже на январь 2022, что андроидом пользуется 81% всех, я так понимаю, мобильных телефонов. Классно. То есть это, смотрите, вот допустим Android, да, это операционная система, которую берут разработчики и на основе нее создают для своего устройства, ну, допустим, вот Xiaomi, Redmi и масса других телефонов на основе этой операционной системы создают уже свои операционные системы, в которых зашивают там в том числе свой какой-то код, но уже закрытый. Это точно так же работает, как и с Google Chrome, например, вернее с Chromium, который является основой для многих и многих современных браузеров. Точно так же и Android. Android взяли, там уже, допустим, есть какие-то драйвера, какие-то утилиты, какие-то программы, какая-то кодовая база, с помощью которой можно дальше, допустим, обрабатывать события, там, допустим, кнопки включения, например, на телефоне на вашем громкости, там сенсоры, там все это работает, и гироскоп, там все эти датчики, которые миллион сейчас зашиты, камеры, там и все остальное. То есть, получается, разработчикам уже не нужно думать о том, как все это сделать, потому что за них уже много чего сделано. Например, есть такой аналог Android, как Harmony OS, также известно как Kirin OS и Hongmeng. А если, допустим, посмотреть картинки, то даже есть какие-то устройства, работающие, хотя очень похожи на Android. Но, возможно, это и сама Harmony OS. Ну да, Huawei. То есть, смотрите, получается, есть, допустим, Android, а есть, он принадлежит, естественно, США. Так как США и Китай начали войны экономические, соответственно, США там, по-моему, ограничивали каким-то образом использование Android для именно Huawei. И Huawei решил выпустить свою операционную систему под названием Harmony OS. И теперь все его смартфоны имеют, наверное, эту операционную систему. Но это как бы устаревшая информация, я не знаю, что там сейчас происходит, у меня нет на это ни времени, ни желания обращать внимание. Прям стихами заговорил. Ну, в общем, получается, что Android и, я так понимаю, Harmony OS тоже являются open source проектами. Да, Harmony OS is open source donated by Huawei. То есть поддерживается Open Atom Foundation и Huawei. Основные спонсоры данного открытого программного обеспечения. Далее Arduino, но я также не буду устанавливать, потому что это довольно-таки большая программа, и установка ее займет много времени. Я просто постараюсь ее найти здесь и показать вообще, что она из себя представляет. Вот, значит, официальный сайт CC. Arduino.
И вот такая вот информация. Arduino — это не только программа, но и открытая аппаратная и программная платформа для создания интерактивных электронных устройств. И краткое описание. Аппаратная часть Arduino представляет набор микроконтроллеров. Программная часть для программирования микроконтроллеров. Arduino используется специальная среда разработки, называемая Arduino IDE. Язык программирования Arduino использует упрощенный диалект языка C++. Сообщество, то есть довольно-таки мощная система для того, чтобы создавать различные программируемые устройства, микроконтроллеры точнее, если. Итак, теперь у нас с вами есть такая штука, как Docker. Docker — это открытая платформа для разработки, доставки и запуска приложений в контейнерах. Контейнеры представляют собой легковесное самодостаточное окружение, которое может быть запущено практически в любой среде. Вот несколько основных причин использования Docker. Изоляция приложений, портативность, управление зависимостями, масштабирование, DevOps, эффективное использование ресурсов, разработка микросервисов. То есть это такое программное обеспечение, которое позволяет запускать, допустим, готовые сборки для поднятия серверов, для того, чтобы один сайт, например, какой-то имел возможность принимать очень большое количество запросов. То есть, используя Docker, разработчики могут сделать, например, сайт более стабильным, а также разбить некоторые его компоненты на более мелкие компоненты, чтобы они работали быстрее, если так вкратце. Далее, OBS Studio. У меня есть на канале видео по поводу OBS Studio. То есть вот таким вот образом выглядит OBS Studio. Данная программа позволяет записывать видео с экрана, а также транслировать видео, допустим, в онлайн-трансляции на YouTube. Очень удобная, очень распространенная, является открытой, опять же, и бесплатной. Bitcoin Core и Ethereum. Ну, в принципе, я даже показывать это не буду, потому что это официальный клиент Bitcoin и платформа для смарт-контрактов. В общем, это штуки для разработчиков, которые пытаются что-то создать на основе блокчейна. Go.Engine — движок для разработки игр. Ну, опять же, я не буду углубляться во все, потому что в основном вот эти вот две штуки это для разработчиков, вернее, три. Соответственно, показывать что-то, можно, конечно, показать какие-нибудь скриншоты, например. Вот таким вот образом выглядит она. То есть важно знать, что такая программа есть, соответственно, если вам она понадобится, то вы можете ее использовать. Prometheus — система мониторинга. Опять же, я не буду вам показывать и устанавливать ее, просто вы должны понимать, что она существует, что ее можно установить, если вам будет в этом необходимость. То есть это программа полноценная, которая показывает использование, допустим, оперативной памяти, процессорного времени. В принципе, она может подойти даже и простому пользователю, который хочет смотреть наблюдать за своим компьютером, либо кластером компьютеров. Сигнал. Я не буду устанавливать ее. Просто посмотрим по скриншотикам, что это за штука. Кроссплатформенное программное решение для обмена сообщениями. И вот так вот он выглядит. Ну, в принципе, я думаю, все мессенджеры, так называемые, программы для обмена сообщений, выглядят более-менее одинаково. Если, допустим, брать его ПК-версию, то в принципе Telegram точно так же выглядит почти. Единственное, что там плюс-минус разные, допустим, какие-то там функции есть, какие-то ограничения. Ну, Telegram, я думаю, вы представляете, что это такое. Он, наверное, не нуждается в представлении, однако я все равно покажу.
принципе, для мобильной версии выглядит он вот так. Для iOS, Android, ну для iOS он, по-моему, закрыт, а для Android и остальных операционных систем он открыт. Там есть множество всяких стикеров. И думаю, вы знаете, поэтому смысл как бы в этом, в моем представлении вам. Также есть, допустим, Telegram для браузера. OpenVRT, ну как бы здесь я ее, даже если бы хотел, не смог установить. Просто посмотрим, что это такое. Это прошивка для роутеров, и выглядит она вот приблизительно таким вот образом. Далее WebOS. И думаю, ни для кого не секрет, что существуют телевизоры, наверное, LG Smart TV они называются, которые имеют такую вот WebOS систему, с помощью которой создаются различные возможности для управления телевизором и всем, что с этим связано. То есть, как видите, HP made the platform open source, то есть HP сделали платформу открытой. Hewlett Packard. Далее Merlin, прошивка для 3D принтеров. Посмотрим, есть ли какие-нибудь доступные нормальные скриншоты. Вот есть интересная статья по поводу Merlin и конкретно прошивки для 3D принтеров. Если хотите, почитайте. Далее TensorFlow. Ну, в принципе, мне здесь, наверное, показывать нечего. Единственное, что можно, в принципе, все вот эти предыдущие штуки на ютубивать и смотреть, что они из себя представляют. Скорее всего, здесь просто будут какие-то скриншоты каких-то данных, либо кода. Но, в принципе, это довольно неинтересно для тех, кто не интересуется этой темой, а, соответственно, для тех, кто интересуется, возможно, моя информация станет полезной. Дальше ROS Robotic Operation System, ну это опять же гибкая платформа с открытым исходным кодом для разработки программного обеспечения для роботов. Я не знаю, как ее показать. Для винды ее нет, как видите, но она есть для Linux и macOS. GNU Cache, программа для учета финансов. Это именно программа. Потому что дальше, видите, будут веб-приложения. И вот так выглядит GNU Cache. Я все-таки поставил ее, потому что все-таки ее можно поставить очень, в принципе, легко и быстро. Создать новый набор счетов. Создание новой иерархии счетов. Следующие настройки. Ну, в принципе, я, наверное, тут проклацаю следующее. Save as. Допустим, save. Закрыть. И такие вот есть здесь всякие штуки интересные. То есть она подойдет для бухгалтеров, так как я ни разу не бухгалтер. Я вообще не понимаю, что тут делать надо. Доходы и расходы. Деятельность. Действие. Вид. Правка. Файл. About. Версия 5.4. Забыли здесь константы прописать. В общем, вот так выглядит GNU Cache. И здесь у меня также представлены некоторые программы, хотя, наверное, их лучше называть условно сайтами. То есть это не просто программа, а именно сайты. Значит, это именно такая штука, допустим, мне она была нужна, когда я где-то года пол назад пытался создавать нечто подобное.
как бы были такие намерения. Это программа для управления бизнесом. Я думаю, она будет многим необходима. Система управления предприятием ERP называется. Это тоже аналоги вот системы управления предприятием ERP Odoo и Suite CRM. Но так как, вот, допустим, они мне были нужны, все эти, например, 3 программы, чтобы их посмотреть, проверить, пощупать, так сказать, я их не нашел в свое время. Я вот ими делюсь с вами, потому что их достаточно тяжело найти. Как вот, допустим, загуглить, я не знал. И теперь вот делюсь с вами. В принципе, там они имеют более-менее похожий функционал и интерфейс, поэтому останавливаться на этом не буду. Вы просто должны понимать, что они существуют. Ну и, собственно, здесь я оставил сайты. Можно, допустим, посмотреть Suite CRM Demo. ACZ Suite CRM 8 Demo. Username will. Ясненько. Ну, как бы вот такая вот ерундовина. Invoice Plane. Программа для создания и управления счетами. Посмотрим, что за зверь. Исходный код. Можно даже посмотреть также демо. Интересно, какой тут пароль. Password, демо, password. Так, это еще раз у нас программа для создания и управления счетами. Тоже бухгалтерская программа, в принципе. Скорее всего, ее можно использовать на русском. Но это не точно. Ну, в принципе, если, допустим, вы являетесь потребителем таких программ, то русифицировать ее с помощью там программиста гораздо легче, чем написать заново, согласитесь. Далее, Dolly Bar, система управления предприятием, ERP CRM. Тоже исходный код. Написано, что есть коммерческая поддержка, если вам требуется. Ну и вот так она выглядит. Интересно, тут довольно много информации всякой по сравнению с другими. Хотя, в принципе, я очень поверхностно во всем этом разбирался. Фронт, аккаунтинг, система управления предприятием ERP, предназначена для малых и средних предприятий, предоставляет инструменты для учета управления заказами, запасами производства и других бизнес-процессов. Посмотрим, что за зверь. Project веб-сайт. SourceForge, Central User Forum, Main Code Repository, GitHub Mirror, Mantis Backtracker for Account Wiki, GPL версия 3. Ну, как видите, как бы такая вот штука. Download, форум. Все вопросы тут как бы решаемы, я думаю, если вы захотите использовать эту штуку. Даже есть перевод на другие языки, посмотрим. Интересно, что это такое. Language Pack for Release 24. В общем, здесь какая-то инструкция, я не совсем понимаю, о чем идет речь. Посмотрим, может быть, скриншоты есть какие-то. Ну, в общем, опять же, если вы интересуетесь такими приложениями, то я думаю, вы разберетесь. Главное, что у вас есть их список. Play on Linux. Ну, как бы здесь мне трудно сказать, что это вообще конкретно. Однако я понимаю так, что это интерфейс для установки и использования различных приложений и игр, предназначенных для Microsoft Windows на операционных системах Linux. То есть, грубо говоря,
у вас есть какая-то программа, которую вы хотите запустить из-под Linux, вы можете использовать Play on Linux и попытаться запустить эту программу непосредственно в Linux через эту программу. Например, можно загуглить Play on Linux Photoshop. Интересно, просто вот ради интереса. Adobe Photoshop CS6 Supported Software. Интересно. Ну вот есть здесь даже интересные такие штуки, как запуск Photoshop из-под Linux вместе с Play on Linux или Wine. Даже есть это на ютубчике, что удивительно, как он не посчитал, что это какая-то взломина. Так, значит, Wine. Wine это аналог вот этой программы, просто что некоторые программы, допустим, есть в Wine, а некоторые программы есть в Play on Linux, я так понимаю. Ну, в принципе, Wine, как он выглядит, он никак, наверное, не выглядит, просто есть конфигурация, как она выглядит, допустим, config screenshots. И конфигурация Wine выглядит приблизительно следующим образом. Это также программа, с помощью которой запускаются программы, написанные для Windows в Linux. CPUPS – Common Unix Printing System – система печати для Unix подобных операционных систем. Наверное, ее можно посмотреть на скриншотах. Допустим, 2022. Вот так вот она выглядит. Вы поняли, я думаю, что это за штука. Программа для того, чтобы вы могли печатать на принтерах, если вам нужно. Для операционных систем на базе Linux, то есть macOS тоже включено. Open Hardware Monitor, мониторинг датчиков ПК, то есть это программа типа AIDA, которая способна показывать вам нагрузку на ваш ПК в плане датчиков. То есть не только частоту там тактовую, либо нагрузку на видеокарту, а именно датчики. Как видите, здесь показано, сколько памяти используется, какая частота процессора, какая температура и все в таком роде. Ну, в принципе, здесь в Linux есть также аналог System Profiler and Benchmark. То есть это информация о системе, по-русски она звучит. И здесь тоже есть, допустим, сенсоры. И вот так вот они выглядят здесь. В общем, небольшая путаница. Вот эта вот программа и есть HardInfo. То есть вот HardInfo 06 Alpha. И почему-то она мне не хочет ставиться на виртуальной машине. И даже iNext не хочет ставиться. Хотя iNext это тоже программа с открытым исходным кодом, которая может использоваться для просмотра информации о системе, конкретно там материнская плата, ну типа CPU-X, CPU-Z. И последняя программа, которую я бы хотел вам показать, называется OvenCloud. Web-сервер Core Files, вот, наверное, сюда нужно заходить, и получается вот исходный код ее. Давайте переведем, чтобы я не выдумывал на ходу, не импровизировал. Значит, просто гуглик работай. Почему это так здорово? Доступ к вашим данным вы можете хранить свои файлы, контакты, календари и многое другое на сервере по вашему выбору. Синхронизируйте свои данные. Вы синхронизируете свои файлы, контакты, календари и многое другое на своих устройствах. Делитесь своими данными, вы делитесь своими данными с другими и предоставляете им доступ к вашим последним фотогалереям, календарю или чему-либо еще, что вы хотите, чтобы они видели. Возможность расширения с помощью десятков приложений, таких как календарь, контакты, почта или новости. Все преимущества облака на вашем собственном сервере. Шифрование. Вы можете шифровать данные при передаче с помощью безопасных соединений HTTPS. Вы можете включить приложение шифрования для шифрования данных в хранилище для повышения безопасности и конфиденциальности. То есть, смотрите, допустим, вот, многие знают, допустим, есть какие-нибудь там Яндекс, Диск, Mail.ru, облако. Вот это вот все то же самое, только это не закрытое программное обеспечение, открытое, естественно, и вы можете установить на сервер это все
и то есть на ваш личный сервер, который вы, допустим, арендуете где-то, вообще не важно где, в какой стране мира. И далее просто будете использовать это приложение, кидая туда файлы. Я уверен, здесь, наверное, есть различные приложения, например, для Android. Да. Соответственно, вы можете, допустим, установить себе сервер. Наверное, там вводится какая-то настройка типа IP-адрес сервера, пароль к нему. И все данные, которые у вас есть, допустим, на Android, вы синхронизируете с этим облаком. Также, наверное, есть и для ПК. Windows, macOS, Linux. Как видите, все очень просто. Нужно просто установить данное приложение на сервер, а дальше вы используете, допустим, приложение либо на Android, либо программу для Linux, Windows или macOS, чтобы синхронизировать файлы, которые вам необходимы. Ну, в общем-то, дальше. Ну что ж, друзья, подводя некий итог, я думаю, вам вполне хватит 50 приложений на данном этапе, по крайней мере, с которыми я вас ознакомил, для того, чтобы как минимум задуматься насчет того, чтобы перейти, например, на программы с открытым исходным кодом. Моя миссия не в том, чтобы убедить вас в том, что это все классно, это все быстро. Я вам показал так, как есть, я вам показывал даже ошибки, которые возникают, я вам показывал в том числе не работающие некоторые программы и не работающие даже установщики этих программ. Тем не менее, я вам объяснял уже, что данные проблемы в основном всегда решаются, и решаются довольно-таки быстро сообществом разработчиков. То есть вы не должны всегда забывать о том, что в основном те программы, которые имеют долгосрочную поддержку, они имеют целое сообщество разработчиков, то есть не просто какая-то корпорация занимается ими, а целое сообщество разработчиков, которые поддерживают данные программы, развивают, находят какие-то баги, уязвимости, устраняют их и, соответственно, дают людям их использовать точно так же, как и они. В чем основное преимущество программ, в том числе с открытым исходным кодом? То, что вам не нужно никакие юридические документы для того, чтобы их использовать. Единственное, что необходимо посмотреть, под какой лицензией она используется, а дальше уже использовать, собственно, ее. Также вы можете, допустим, взять эту программу, любую из озвученных выше, либо любую из программ вообще open source, изменить ее как-то, если позволяет лицензия, использовать для того, чтобы получать выгоду. То есть именно зарабатывать на open source. Грубо говоря, вы можете, например, поставить Linux себе, поставить OnlyOffice и вести свой бизнес, там какие-нибудь продажи, допустим, в офлайн-магазине, либо в онлайн-магазине с помощью вот этих вот безоплатных программ. Опять же, я напоминаю, что существует тысячи и тысячи различных веб-интерфейсов, ну, программ, которые имеют только веб-интерфейс, например, работающих на PHP, MySQL, которые позволяют также заработать. Например, это я уже упоминал, Joomla, WordPress, Drupal, другие, CMS, Laravel, например. Если вы являетесь разработчиком, если вы хотите создать свой сайт, то не обязательно идти платить ежемесячно, допустим, за какой-нибудь сервис, который предоставляет вам удобный и быстрый доступ к созданию сайта, типа сайт-конструктор, да, вы можете просто посидеть там часа два в Ютубе, потыкать несколько кнопочек и создать свой, допустим, какой-то интернет-магазин, либо просто сайт о себе, какой-то блог, сайт компании. Да, может быть, в нем не будет каких-то излишеств, допустим, красивых там мега-эффектов и так далее, но тем не менее вы можете это сделать. Вы можете просто взять исходный код, установить это все на сервер и получить с этого уже какую-то свою выгоду. То есть open source именно об этом. Он говорит о том, что вы можете брать и использовать так, как вам заблагорассудится. Все. В отличие от программ с закрытым исходным кодом, которые имеют определенные лицензии, то есть на все нужно продлять лицензии. Да, естественно, вы можете тоже с помощью них зарабатывать, но тем не менее за них приходится 100% всегда платить. А за open source вы можете, допустим, только жертвовать, если вы, допустим, считаете
это нужным и необходимым. Соответственно, если вы получаете какую-то прибыль с какой-то программы, либо с набора программ, соответственно, вы можете какую-то часть прибыли жертвовать на поддержку этой программы. Как, собственно, и делают большие международные корпорации. Итак, я никого, еще раз говорю, не призываю использовать только программы с открытым исходным кодом. Это идеология, как бы, она в основном из Linux идет, потому что Linux начинается с открытого исходного кода. В Linux все программы в основном имеют открытый исходный код, которые расположены в репозиториях. Однако есть, конечно же, программы с закрытым исходным кодом, но тем не менее распространяются без оплаты, их можно использовать без оплаты. Соответственно, переходить или не переходить зависит только от вас. Моя задача была в том, чтобы озвучить, что вот такие вот программы существуют. 50 программ, естественно, это далеко не все, это даже не какой-то процент от того количества различных пакетов, например, вот как я вам говорил, при установке программы, допустим, какой-нибудь, используются определенные пакеты. Соответственно, эти пакеты тоже имеют открытый исходный код. И этих пакетов там тысячи, допустим. И если мы говорим, допустим, о сайтах, то есть такой, например, язык PHP, он очень популярный. Как он сам является открытым, во-первых, естественно. Также есть тысячи и тысячи различных и даже очень известных популярных решений для PHP, например, Laravel и другие абсолютно решения, которые позволяют, допустим, просто скачать какую-то из функций, которые вам нужны, допустим, для конкретного сайта, для конкретной задачи, и использовать их все. Точно так же, допустим, Node.js есть, NPM есть, то есть Node Packet Manager называется. То есть это такие программы, с помощью которых создаются сайты, приложения и даже браузерные и безбраузерные программы. Backend, то есть то, что происходит на сервере. Точно так же, как и PHP, например, да. То есть там тоже есть тысячи и тысячи всяких удобных, понятных, доступных программ, которые можно тоже взять и использовать. Соответственно, и в Linux, и в PHP, и в Laravel, и в Python, и в других языках программирования есть некие такие вот пакетные менеджеры, где лежит все, и где сообщество это все поддерживает, развивает, соответственно, вы это можете в любой момент использовать. Если у вас, конечно, есть интернет, а не как у меня, иногда его не бывает. Вот, друзья, надеюсь, вам было интересно. Поддержите лайком, подпиской, оставьте комментарий, будьте любезны. До новых встреч!